Тайфун Даксури, миновавший Приморье, отправился в Китай и уже залил Пекин. 3 человека, 2 из которых туристы из Нидерландов, погибли из-за масштабного наводнения в Словении. За сутки на большей части страны выпала месячная норма осадков. В Германии градом засыпало улицы, а в Греции ликвидируют природные пожары. Железные дороги и трассы заблокированы по всей стране. Некоторые размыло до грунта. Сегодня жизнь и здоровье каждого человека на нашей планете в опасности из-за стремительных изменений климата. И это не только тайфуны, торнадо, цунами и наводнения. У климата есть оружие невидимого действия. И под прицелом каждый из нас. Друзья, это лишь малая часть событий, которые происходят сейчас по всему миру. Все материалы взяты из открытых источников. Этот большой выпуск мы подготовили специально для вас. Он ответит на многие вопросы и создаст правильное понимание о происходящем. Обязательно поделитесь этой информацией с друзьями и напишите комментарий. Это поможет продвижению нашего проекта, чтобы еще больше людей начали понимать происходящие события вокруг. Вот такое, например, наблюдение сейчас есть во многих местах вообще, да не во многих, а на всей нашей Земле, на всей нашей планете сейчас происходят аномальные проявления климатические, которые, конечно же, влияют на состояние, на самочувствие людей, которые влияют на температурные показатели. И здесь, например, в этих проявлениях многие синоптики дают ложные прогнозы, которые не проявляются. И, например, прогнозируют одну погоду на завтра, а по факту получается совсем другое. Синоптики не могут объяснить, почему сейчас на всей нашей Земле происходит аномальное потепление, аномальная жара. Я объясню. И вот в предыдущих видео я тоже говорил про частоту вибраций, герц. Вибрации происходят не здесь, мы находимся на поверхности Земли. Вибрации происходят внутри Земли. Земля излучает. Многие люди этих вибраций не могут ощутить, но ощутить могут те, кто пробудился, кто чист душой, кто чист телом, где в теле нет паразитов. Паразиты не позволят этого ощутить. И сейчас, когда Земля, например, излучает вот эти вибрации, ну вот на примере я объясню так. Ты, Илья, прекрасно знаешь, что такое чувство любви. Когда ты любишь, когда вот это вот прям внутри горит, я люблю человека, особенно когда между женщиной и мужчиной, вот ты когда встретил свою супругу, первое самое чувство, я жить без нее не могу, все, это моя, это мое, вот это внутри чувство, помнишь? Ну да, помню. А вот когда это чувство проявлялось, ты помнишь, какую температуру излучало твое тело? Ну, высокую температуру, я думаю, изучал. Что ты ощущал? Тепло. Холод? Тепло или жар? Да. Ну там, ну да, как жар прям. Как жар. Пламя прям. Любовь, что это? Это вибрация, высокая вибрация, чистота вибраций.
это светлая вибрация. Вот. Примерно на этом же примере я объясняю. Сейчас Земля излучает высокую вибрацию. Это даже выше той вибрации, которую мы вот люди, когда вот любим сильно друг друга, например, излучаем, особенно между женщиной и мужчиной, вот это вот прям страстная вот это вот прям тяга, вот эта любовь, готов жизнь отдать за этого человека, и у тебя все внутри горит, ты весь прям пламенем дышишь, жар идет. Вот такой процесс происходит у Земли только даже не в несколько, даже, я скажу, в несколько сот раз выше. И эту вибрацию, вот, она превышает уже 250. Она 250 не на поверхности, а внутри. Эта вибрация излучается жаром, тепловым потоком. Эта вибрация, она идет на поверхность как жар. Поэтому даже вот официально есть зарегистрированные наблюдения ученых, что моря и океаны, у них поднялась температура воды. Это не солнце, это не лучи солнца нагревают нашу Землю. Это Земля излучает сейчас этот тепловой поток. Вибрация. Нагреваются моря, нагреваются океаны, нагревается Земля. Поэтому у нас на поверхности такая высокая температурная проявленность. Поэтому многие люди, официально есть наблюдение, статистика, что сейчас многие люди, находясь на улице, просто могут потерять ориентацию, падают, как будто бы теряют сознание, происходит тепловой удар. Не солнечный удар, а тепловой удар. Это именно энергия, вибрационная энергия Земли. Земля сейчас излучает, Земля нам всем помогает. Поэтому будьте аккуратны тоже. Если у вас есть какие-то недуги со здоровьем, если у вас есть какие-то предупредительные моменты со здоровьем, то, конечно же, аккуратно надо сейчас быть в городе. Видите, бетон, например, он мало того, что он запускает, он еще держит в себе этот тепловой поток. Вот. А, например, на природе тепловой поток выходит, и он просто выходит в пространство. И поэтому в плане пробуждения, например, те, кто хочет пробудиться, пожалуйста, выходите чаще на природу, медитируйте, учитесь визуализировать. Визуализация – это ваша первая возможность научиться контактировать, слышать свой дух, слышать своего ангела-хранителя, слышать свое высшее Я. Вокруг каждого из нас есть те помощники, которые стучатся, прям кулаками бьют, стоят в эту стенку, долбятся, чтобы пробудить. И в первую очередь на природе вы можете даже заметить такое наблюдение. На природе никогда не происходит процесс мыслительный. Там наступает просто тишина. О чем это говорит? О том, что на природе вибрация Земли, она затмевает паразитов, которые есть внутри человека. И каждый из вас, вспомните это наблюдение именно там. Зафиксируйте это наблюдение у себя. Запишите себе на бумагу. Находясь там, на природе, отследите, что происходит с вами внутри, какое вы ощущаете проявление внутреннее. Отследите, что происходит в мыслительном процессе. И вы увидите тот факт, реальный факт, который будет происходить именно у вас. Это даст возможность вам увидеть, кто есть вы на самом деле, что есть внутри вас на самом деле. Это не научная информация, не с информационного источника, не с кем-то передано, а это личное наблюдение вами. И это даст вам уже понимание, видение, что это реально есть и нужно с этим бороться. Ну, конечно же, вот у меня был такой вопрос, а чтобы постоянно получать эту высокую вибрацию, мне надо постоянно находиться на природе. Ну, конечно, желательно, да, на природе, но
Есть опять другая сторона монеты. Мы же не можем все время быть на природе. Мы социальные существа, мы живем в городах, мы пользуемся социальными объектами. И постоянно быть на природе это равносильно отшельничеству. На природе, конечно, можно, но мы не сможем там находиться постоянно. Поэтому, конечно же, старайтесь находить любые методы, к кому можно обратиться, любые методы пробуждения, как избавиться от этих, например, паразитов, недугов, вот этих программ, которые внутри человека управляют, создают вот эти искусственные процессы, как страх, зависть, злость, там, гнев, разочарование, чувство вины. Это все искусственные воздействия этих паразитов. Конечно же, что в первую очередь сломать человека, личность сломать, чтобы можно было легче управлять этим человеком, чтобы человек даже не мог поднять голову, чтобы он, конечно, был нездоров, отношений у него не было, материальный план где-то вообще молчу на самом низком уровне. Все это делают они. Когда, я еще скажу так, когда пробуждается человек, ему, конечно же, надо не одному пробуждаться, а желательно пробуждаться с теми людьми, которые ему дороги. Это делать надо вместе. Потому что, находясь в одном пространстве, условно, мы же живем в домах же, и если ты пробудился, не пробуждаются те, кто рядом с тобой, тот, кто спит с тобой рядом, тот, кто ест с тобой рядом за столом, конечно же, это тяжело. Первое время это воздействие вибрационное воздействие будет происходить на них, и те, кто рядом будет находиться с этим человеком, им будет некомфортно, их будет подламывать. Вот здесь вы, например, должны помогать им, тем, кто рядом. И здесь надо проявить вот эту железную такую стойкость, самим не сдаться. Для этого, конечно же, время надо. Время, вот эту веру внутри себя, не позволить сломаться этой вере. Терпение. Это очень немаловажные такие вещи, когда идет процесс. Да, нас всех учили включать сразу реакции. И эти реакции, конечно же, все в первую очередь они были использовались подсознательными паразитами, программами против человека. Но, тем не менее, когда вы находитесь рядом еще с теми, кто спит, и вы помогаете пробуждаться, их паразит может делать провокации. Поэтому терпение, не включать эти провокации в себе. Чем больше вы реакций проявляете, например, эмоционального плана, почему я говорю про терпение, не реагируйте, старайтесь, наоборот, положительно относиться к этому, больше любви проявлять. Паразит, он устанет биться, он устанет какие-то действия предпринимать. У паразита есть сознание, у паразита есть логика, аналитические способности. И в один прекрасный момент он просто сдастся и поймет, что здесь бессмысленная битва, лучше оставить, чем получать для него больные высокие вибрации. Ему комфортные, ему выгодные вибрации – это низкие частоты, низкие вибрации. Поэтому он заставляет человека все время испытывать и излучать низкие вибрации, низковибрационные чувства. Это их диапазон бытия. А наш диапазон, он высокий. И, конечно же, когда рядом вы пробуждаетесь, вы начинаете излучать это, рядом находящихся, у кого есть паразиты, они начинают непонятные действия проявлять, какие-то провокации делать. Вот поэтому это самый такой тончайший момент, когда нужно прям включить высокое это божественное терпение. Вы знаете, сколько Всевышний видел этого всего, чувствовал от земли, в смысле жителей на земле, вот эту вибрацию, которая излучалась от людей, низкая вибрация, что творили люди здесь на земле. Всевышний, несмотря на это, у него очень-очень глубинное, высокое терпение. Он не срывался, никогда не проявлял каких-то обидных проявлений по отношению к нам.
Вообще у него нету понятия злости и так далее, обиды или разочарования. Все равно он нас всех любит, и тем не менее он терпел и ждал наше пробуждение. Но когда пробуждение от нас не проявлялось, он запустил другой процесс. Процесс пробуждения через землю. Вот земля набралась сил сейчас. Она излучает любовь, эту высокую вибрацию. Высокая вибрация любви, она, конечно же, и температурно проявляется. Как я сказал ранее, это повышение температуры, которое происходит здесь, у нас на Земле, во всех частях. Официально зарегистрированы данные, моря, океаны набрали температуру, когда никогда не было за всю историю такого. Глубинные, прям очень глубинные животные морские стали подниматься. Происходят аномальные какие-то проявления среди водных жителей. Также информация официально зарегистрированная. Проявления происходят и у животных на поверхности Земли. Ну, вот про водный мир я даже тоже заметил наблюдение такое. У нас же моря много, Да, и у нас в последнее время э, появляются и акулы, и рыбы, которых раньше вообще никогда не было. Никогда не видели, не наблюдали у нас. То да, есть да. море начинает прогреваться, и они заплывают к нам. А раньше их не было никогда. Сейчас, когда идут проявления вот от Земли, вот эти вибрационные, в воде происходят тоже температурные изменения. И вот, как ты сказал, например, вот в море появились акулы. Не только в вашей части, это вот Уссурийск, да? Не только в вашей части, например, есть вот в Казахстане, есть Каспий, Каспийское море. Там Мгм. никогда не было акул, например. И в Каспии сейчас акулы появились. Появились медузы, которых никогда не было. Это океанические, например, животные. Вот. Не океанические и морские. Ну, например, вот в этих морях например, никогда не обитали. О чем говорит, опять же, о том, что происходят температурные изменения. А происходят они почему? Потому что Земля сейчас излучает эту вибрацию. Вибрация любви, она прям горит, она жар от нее идет. Естественно, на эту температурную любовь Земли влияет и на состояние человека. Многих людей сейчас еще больше начинают ломать. Внутри происходят такие процессы, как депрессивные, очень тяжелые депрессивные состояния, связанные еще с физическими такими проявлениями, как человека просто физически начинает выкручивать. Вот ко мне, например, вчера обратился парень, ему 24 года, но за последние 2 месяца, например, его стало выкручивать и ломать именно позвоночный столб. Самое сильное проявление лома в позвоночном столбе – это шея. У него прям шея без конца, ему было плохо, прям шея ломала. И вот